Ребятки, всем доброго дня! И этот дубль я записываю в конце рыбалки, но вы увидите его в начале. И советую вам эту матчевую ловлю на скользящий поплавок слайдер посмотреть от начала и до конца. Тем более мне есть что вам сегодня показать. Вы увидите поклевку большого леща, а также хапните со мной адреналина во время его вываживания. А также вы увидите еще неожиданную рыбу, которую я поймал здесь на Исете. Приятного просмотра, и я начинаю. Сегодня отличная погода, светит солнце, ветра практически нет. И я решил сходить половить на матчевую удочку. Сегодня будет матчевая рыбалка на матчевый поплавок, дальний заброс со скользящей оснасткой. Ну и что касается прикормки. Прикормка у меня будет сегодня база, смесь. Ну и, как говорится, куда же без грунта? Обязательно насыпем грунт. Грунт не просеянный, он, естественно, с комками. Сейчас я их повытаскиваю более-менее крупные, но остальные размешаются. Вот, увлажнил ее. Первое увлажнение. Главное не переувлажнить. Ну, в принципе, на матч ничего страшного, если даже и переувлажнишь. Просто она дольше будет лежать, не растворяться на дне. Тем временем, господа, сегодня будем стрелять из рогатки. Я думаю, вам будет интересно это посмотреть. И сейчас будем готовить, распаковывать, точнее, матчевую удочку. Собираем ее и промеряем дно. Выбираем точку лова. Главное при этом ничего не запутать. О, все ровненько. Все, господа, все готово. Ну и, ребятки, промеряться я буду за кадром, потому что это долго, нудно, и я думаю, вам это не интересно. А кому это интересно, пишите, пожалуйста, в комментариях под видео. Я сниму тогда отдельно это видео, потому что это процесс не быстрый, и кому это не интересно, просто не захотят смотреть. Все, ребята, прикормку я доувлажнил. Сейчас буду делать вот такие шары. Даже не шары, а котлетки. Увлажнил прикормку я как надо, вообще обалденно. Вот такие у меня получились шарики, 10 штук. И еще достаточно много прикормки осталось, но это я буду докармливать. Поплавок сейчас находится в точке лова. Начинаем закорм. Ну, плюс-минус, надеюсь, закормлю нормально. Но рогатка вообще-то у меня дальнобойная, поэтому сейчас посмотрим, если она будет далеко стрелять, то придется руками закормить. В принципе, здесь метров около 20, я, наверное, смогу и руками закормить. Но попробуем рогаткой. Ух, вспомнить бы еще, как это делается. Ну, перекинул метра на 3. Но это ничего страшного. Не докинул метр. Опять перекинул. Недоброс. Да, сейчас я чувствую, прикормлю. Так, давайте попробую руками хоть несколько шаров забросить. Руками прям точно в поплавок получился. Давайте еще 3 шара заброшу руками.
Навык, естественно, пропал, и дистанция слишком близкая для этой рогатки, а другой рогатки у меня нет. Вешаю сейчас поводок. Поводок у меня не длинный. Вот он, всего лишь сантиметров 15. Ну, может, чуть побольше, я его линейкой не мерил. Вешаю я его на быстросъемный коннектор. Вот он. И одна дробиночка у меня отвалилась, к сожалению. Сейчас я ее добавлю сюда. 2 дробиночки оставлю здесь, а 2 подниму на самый верх. И позже вам покажу всю свою остальную оснастку. Ну и как показала последняя рыбалка, на которой я стримил. Ловил я на фидер. Ну, немножечко не здесь, а вон там за Ельцин-центром. Очень хорошо показал себя мотыль с опарышем. Опарыш отдельно показал себя не очень хорошо, ну и мотыль отдельно тоже не очень хорошо. А вот такая комбинация отлично себя показала. Делаю первый заброс. Поплывок сейчас еле-еле торчит, я его даже не вижу. Ну так, чуть-чуть вижу, конечно. Это говорит о том, что вся оснастка сейчас в толще воды. Вот сейчас идеально видно поплавок. Все хорошо. Красная антенна, все видно. Можно поставить, конечно, черную, поскольку вода белая. Но нормально, пока красную отлично видно. Утонул поплавок, но это, возможно, леска натянулась, не утонула леска. Я забыл, ребятки, почистить леску. Надо было ее в фейре или чем-нибудь промыть. Я ее ни разу не промывал с тех, уже, наверное, года 3. И в этот раз тоже забыл. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. О, время сейчас 2 часа ровно. Ну, собственно, я сделал вот только там 3-й заброс. Ну вот пока что-то одна поклевка была, пока больше нету. Вот, смотрите, поплавок подняло. Смотрите, ребятки, поплавок подняло. Блин! Ребята, я почувствовал, была рыбеха. Походу оторвал этот поводок. Блин! Это было что-то... Я слишком сильно подсек. Нету наживки. Крючок вроде бы нормальный. Блин, сход. Это был лещ, ребята, 100%. Ну или другая какая-нибудь более-менее приличная рыба. Ё-моё, я привык подсекать так резко, потому что ловил, ну, обычно там 40 метров, вот так, 30. И сейчас леска была хорошо натянута, ну, за счет ее выдала все-таки немножечко. Эх, блин. Ну ладно. Раз, два, три, 4, 5, 6. 6 сейчас сделаю, не 8, а 6 оборотов. Ага. Так. Сейчас леска натянется, поплавочек присядет немножечко. Вот так вот бывает, ребятки. Ну ладно. Ух! Может быть, стоило еще подождать. Я помню, как в том году я здесь ловил. Я ждал, то есть он поднимал поплавок, и надо подождать немножечко. Вот она, ребята, поклевочка, по-моему. Пока я тут камеру налаживал, да. Вот она. Есть. Есть, ребята, рыба. Вот она, первая рыбеха. Вот она. Пока я камеру вам налаживал на поплавок. Ух ты, хорошая плотва. Вот она, первая рыбеха. Ух. Вот, ребятки, на поплавочек. Вот такой вот подъязычек. Класс. Да блин.
Опять одел опарыша и мотыля. А сказать спасибо, что я сегодня сюда пришел и поймал уже рыбу, надо Диме, естественно. Спасибо тебе, Дима. Он мне посоветовал пойти сюда. Говорит, что весной здесь неплохо клюет лещи. Но видите, мы поймали пока подъязка. Что тоже неплохо. Так, что-то поплавок у меня притопился, наверное, запуталась снасть, скорее всего, перехлестнулась. Да, наверное, так оно и есть. Сейчас посмотрим. А, нет, все хорошо. А что ж поплавок-то так упал сильно? В яму, что ли, я попал? В какую-нибудь маленькую? Да, все нормально. 4, 5, 6, 7, 8. Оба. Вот, сейчас поднялся поплавок, все хорошо. Давайте попробуем, докормим. Ага, вот подняло. Так, не будем торопиться. Ага. Вот, по-моему, да, повело. Есть, ребятки. Ух, и что-то хорошее, ядрить. Ух, нифига себе. Хорошее что-то. А, лещ. Ух ты, вот это сопротивление. Класс вообще. Ребята, там что-то крупное. Ох, не знаю, видно его, удочки нет. Там лещок, походу, хороший. Да, вон я его вижу, он всплыл. Так. Только бы не упустить тебя, дружочек. Вот это да. Давай, пошел. А. Не знаю, видно вам удочку или нет, давайте вот так сделаем. Ух ты, ничего себе. Вот это да. Ребята, там лещок. И хороший. Давай, иди сюда. Фу, огромный просто. Ничего себе. Вот это да. Вот оно. Победа, ребятки, победа. Ух, просто монстр. Вот оно, смотрите. А? Вот это да. Ребята, тут кулушник. Сейчас я его взвешу, у меня есть весы. Вот это да. Фу. Вот это ничего себе. Давай, отцепляйся. Во, все, отцепился. Вот это вот лещок. А? Красавец какой. На поплавочек. Так, давайте его сейчас взвесим. Смотрите, 830 грамм. Видно, не видно? Вот, ребятки, на поплавочек из Эва. 830 грамм. Красавец. Давай, плыви, дорогой. Спасибо тебе огромное. Давай. Все, уплыл. Класс. Спасибо тебе, Дима, большое, что послал меня сюда. Я доволен, как слон. Фу, продолжаем. Так, ребята, меняем антенну желтую на черную. Попробуем с черной антенной. У меня аж руки трясутся. Класс вообще. Вот это я удачно сходил на рыбалку. Фу. Ну, в принципе, я сюда и хотел, но я, может быть, там бы рыбачил, у тополей. Вон там, где я обычно рыбачу, у тополей. Вон там.
А Дима мне подсказал, что надо идти сюда. Вот у меня такая баночка модная, очень удобная. Видите, ее вот так нажимаешь, и опарыши высыпаются. Вот так. Вот. Оп. Хватит одного. И 3-4 мотылька сейчас оденем. Фу. Надеюсь, он мне там не распугал всю рыбу на точке лова. Но вроде его вытащил так лихо, быстро. Ну, оттуда с точки лова. Хотя не очень-то и быстро я его оттуда вытащил. С другой стороны. Поэтому все, может быть, что чуть-чуть подразогнал у меня рыбу. Вот так вот. Все. Вот сейчас отлично попал. Прям туда, куда надо. Уплыл поплавок у нас с точки уже лова. Давайте сейчас будем перебрасывать, наверное. Ух ты, ребятки, а там рыба! Да! Или это зацеп? Нет, это зацеп. Не пойму. Нет, это зацеп. Да. О, наверное, поводок оторвал. Я-то уж обрадовался, думал, нифига себе. Да, оторвал. Оторвал крючок. Ладно. Ну, раз такое дело, я оторвал крючок, давайте покажу вам оснастку. Вот такие вот два узла у меня. Надеюсь, их видно на камеру. Они, естественно, двигаются по леске. Двигать я их сейчас не буду. Далее у меня идет кембрик, потому что в бусине слишком большое отверстие. Бусина, поплавок, соответственно. Далее грузило на плоских таких стопорах. Тут 3 плоских стопора. И между вот этими двумя грузилами связана основная леска 0,2, если я не ошибаюсь, у меня основная леска. Намотал я уже давно, уже и не помню. Да, по-моему, 0,2. И 3 вот таких вот дробиночки. Третья внизу. Соответственно, флюорокарбон, трешечка. Дальше у меня идет, ну, как я сказал, еще одна отгрузочная дробина. И привязана вот такая вот штучка. Очень удобная. То есть берем вот так, оп, и поводочек отстегиваем. Все, и новый к нему пристегиваем. Все ссылки на все это есть в описании. На стопора и вот на эти штуки. Стоят копейки, всем рекомендую. В любой поплавочной ловле их можно использовать, а также и фидерные оснастки тоже я их использую. Вот эти штуки и стопора. Я заметил, что сейчас некоторые блогеры стали снимать про вот эти вот стопорки, как их использовать там второй и третий раз. Ребятки, поверьте мне, есть ссылка в описании на эти стопора. Стоят они копейки, оно того не стоит. Сами посмотрите, там достаточно большое количество за 3 рубля и 3 копейки. Ну, конечно, если у вас совсем уж нету денег, ну, можете, конечно, пользоваться и такими различными всякими способами. Но я не рекомендую. Ух ты, там что-то есть, ребят. Вот это да. Вот это номер. А там сидит уже. Пока я тут отвлекаюсь. О, фанерка. Смотрите, хорошенькая. О! А я сижу, жду поклевки. Притаился там дружок. Иди, вобла.
Ну что, ребятки, время 15 минут 6, мне уже пора домой. Рыба больше, к сожалению, не клюет. Ну что я хочу сказать, порыбачил я сегодня отлично, я доволен, поймал леща, поймал езя, ну и еще пару рыб. Кому рыбалка понравилась, ставьте лайки, пишите комментарии, задавайте вопросы. Я с вами надолго не прощаюсь, скоро увидимся, пока!